Здравствуй, зритель-смотритель. В самом начале про сезон я тебе расскажу. В коротком варианте, дабы тебе, человеку, имеющему мало времени, не терять его. Итак, сезон для старичков. Это упрощенная цепочка квестов, которая берется у Алустина. Будьте внимательны, убив красного носа, подойдите к Алустину и посмотрите на выбор, что там будет. В упрощенной цепочке квестов вам нужно находиться на сезоне и просто поднимать левел. Как сделать это легче? Попросить друзей, чтобы вас прокачали. Вторым вариантом взять квестовую бижутерию, перекинуть на свою сезонку и тем самым самостоятельно быстренько продвинуться, использовав ремесленную одежду для охоты. Старички поняли, о чем я. Плюс сезонного сервера ты можешь очень много собрать фейлов, вы знаете, как это делать. Для новичков, которые только начали играть на сезонном сервере, не переживайте, сезонный персонаж никуда не пропадет, ваши шмотки никуда не пропадут. Отличается он от обычного персонажа тем, что не может таскать обычные вещи, боссовые шмотки и все остальные, но у него есть плюс, он может заходить на сезонные сервера, где находятся люди плюс-минус в одинаковом гире. К вам не будут приходить на спот овергирные люди 750 ГС и шотать вас. После окончания сезона все получают неплохие бонусы и неплохие подарки, плюс это хорошее развитие вашего персонажа. Поэтому новичок, сезон в целом сделан как раз таки для тебя. Ну что, зритель-смотритель, это короткое описание гайда, а теперь давай посмотрим поподробнее. Пу! Как сделать персонажа сезонным? Создание, новый персонаж, выбираем класс, выбираем внешность, после этого пишем имя персонажа. И самое важное, сезонный персонаж, ставим галочку «Создать сезонного персонажа». Я тут посмотрел статистику и увидел, что большинство на меня не подписаны, которые смотрят мой канал. Сезонный персонаж, он такой же, как и обычные персонажи, но его преимущество в том, что он может заходить на сезонные сервера. Сезонный Арша, туда не могут зайти обычные персонажи. Также на этом сезонном сервере Арша доступно PvP, при котором не теряется карма, и увеличенный шанс дропа редких итемок на 50%. Заходим на обычный сезонный сервер. Доступно только для 5 уровня и выше. Получили 5 уровень. На сезонном сервере, как правило, увеличенный боевой опыт и опыт навыков. Итак, мы получили 10 левел. Сезонным персонажем у нас сразу выскакивает сезонная подписка. Эту сезонную подписку можно увидеть в любой момент сверху справа. Здесь можно посмотреть все доступные награды. В левой колоночке вы получите гарантированно награды за прохождение тех или иных заданий сезонной подписки. Правая колоночка, она платная. То есть вам нужно купить сезон пасс. Заходим в магазин, подписка Черного Духа. Стоит 990 жемчуга. Если ее приобрести, то за 10 левел вы получите сундук с классическим комплектом на все классы. Открываете этот сундук на том классе, на котором вы будете играть как основа. Вы получите договор горничная на склад и на аукцион. Также вы получите дополнительные подписки, сертификат поддержки подразделения Ворон. Когда вы пройдете всю сезонку, выполните все нужные квесты, тут написано. Потом вы ежедневно будете проходить эти сертификаты. Вкусно, там есть сундуки, есть хорошие награды. Развитие сезонной подписки выполняется только поэтапно. Вы не можете сделать вторую часть, потом четвертую, потом третью, потом пятую. Только поэтапно. Убили стальных бесов, дальше. Завершили основное задание и вот так вот до конца. Забираем награду сезонной подписки. Открываем приключения. Этот сундук будет открываться каждые 5 левелов. Далее на 50-м левеле каждый левел. Вы будете получать дополнительные награды. Допустим, по сезонной подписке вы дошли до определенного уровня. Вы прокачали своего персонажа до определенного левела. Но он вам не нравится. Есть два варианта. Первый вариант — это воспользоваться секундомер Фугара, который вам позволяет достижение сезонного персонажа, которого вы создали, перенести на другого персонажа. То есть первый персонаж у вас, допустим, 58-го левела с очками навыков 2000, и вы не хотите на этом персонаже продолжать играть на сезонных серверах. Вы эти достижения можете закинуть на другой класс другого персонажа, которого вы создадите. Условие: персонаж, на которого вы будете перекидывать, так сказать, сезон через секундомер, не должен быть выше 25 уровня. Создали, отвели в город, перекинули. Второй вариант. Сезонным персонажем, которым вы не хотите играть. Подходите к кладовщику,
склад. Перекидывайте обязательно сундук поддержки развития. Ну и можете все остальные ингредиенты перекинуть также на склад. Далее открывайте инвентарь, смотрите, что в инвентаре есть. Удаляйте все эти предметы, чтобы абсолютно был чистый инвентарь. Escape, выход, выбор персонажа. Выделяете своего сезонного персонажа, который обозначается вот такой вот желтой рамочкой и значком. Удаление персонажа. Удаление сезонных персонажей занимает 3 минуты. Удаляю. Идет удаление персонажа. Ожидание. Сегодняшнее число и 10:47. Сейчас уже по Москве. 10:49. Нажимаем Escape. Выбираем сервер. Все, персонаж удален. Создание нового. Опять же создам Корсара. Выбираю сезонный персонаж. Делаю проверку повтора. Создаю. И как вы видите, начинается все по новой. Но достижения, которые были получены ранее, уже недоступны. Будут доступны только достижения, которые вы не получали. Когда вы удаляете своего персонажа, все ранее пройденные на нем квесты будут удалены. А квесты в игре Black Desert нужны для приключения Лулу. Это тестовый аккаунт, и я вам не могу показать, за какое количество квестов даются определенные награды. Забрал со склада сундук поддержки развития. Протестируем, будут идти достижения по сезонной подписке на новом созданном персонаже. Только что засчиталось продолжение сезонной подписки. То есть вы удалили персонажа на определенном этапе подписки, далее создали нового, и на нем уже будет продолжаться сезонная подписка. Они не обновляются, по новой вы не будете получать, оно будет только продолжаться. Шмотки Нару нельзя переместить на склад, если они у вас находятся на каком-либо персонаже. То есть передать их физически на сезонного персонажа невозможно. Также и камни для заточки этих Нару. Единственное, что можно передать персонажу сезонного сервера, это ожерелье слез ветра, которое вы могли получить в Аделите, пройдя основную цепочку квестов ранее, кольцо красного песка, которое дается за Валенсию, серьга ока леса, которая дается за прохождение цепочки в Камасильвии, и пояс каменного сердца, который дается за цепочку квестов в Дригане. Можете скинуть эту бижутерию с твинов либо с основы, перекинуть ее на сезонного персонажа, чтобы ему было легче проходить. Также сезонный персонаж может пользоваться всеми конями, которые у вас есть. Эй, братишка, сестренка, подписан, нет? Комментарий напишешь, нет? А? Лайк поставишь? Спасибо. Для сезонного персонажа доступны все обеды и все бафы, которыми можно пользоваться. Плюс на сезонного персонажа можно перекинуть древнюю книгу мудрости Шерихана. Бижутерию Иллирии сезонный персонаж не может одевать. После создания сезонного персонажа вы дальше продолжаете делать все квесты. Сначала это западный лагерь стражников, затем это пещера бесов. После этого Уну отправляет убить 50 бесов. Нокс. Оп. Далее вас просят избавиться от красного носа. Все по стандартной цепочке. Ферма Лоджи. И вот тут на ферме Лоджи вы у NPC Лоджи можете купить одежду охотника Лоджи. Дело в том, что сезонный персонаж может таскать на себе ремесленную одежду. Так вот, одежда охотников Лоджи дает защиту. Одежда охотников Лоджи, заточенная на 16, дает 172 защиты. Это нужно на тот случай, если вы не заточили шмотки Нару и Тувалу и пошли на более жесткий спот. Так сказать, лайфхак для более продвинутых игроков. Дальше по основной цепочке двигаемся к воротам. Ганс. И вот на этом этапе, когда вы подойдете к Алустину, будьте внимательны. Тут при взятии задания есть два путя. Первое путя — уста и руки алхимика. Это основная цепочка квестов Кальфиона, Баленоса и Сирендии. Плюс-минус 300 квестов. И если у вас на одном из персонажей выполнены все эти квесты, и вы на сезонке хотите пройти этот этап как можно быстрее, то вы сможете взять особое развитие рождения славы. Это укороченная цепочка квестов Баленоса, Сирендии и Кальфиона. Как я и говорил, приключение Лулу за определенное количество заданий дает определенные плюшки. Если на аккаунте вам нужно сделать 5-10 тысяч квестов, то у Алустина лучше брать уста и руки алхимика. Это основная цепочка, здесь вы не потеряете 300 квестов. А особое развитие — это упрощенные сезонные квесты. Итак, посмотрим, что это за квесты. После взятия вас направят к Фугару. Есть. Далее, основные задания. Особое развитие тревоги Фугара. Это укороченная версия Кальфионской цепочки. Диалог. Тут он уже выдает шмотки Нару. После того, как вы взяли все задания у Фугару, у вас появится блокнот Фугара глава 1. И чтобы воспользоваться блокнотом Фугара, вам необходимо находиться на сезонном сервере. Сколько тут народу. Нажимаю ПКМ, соглашаюсь. Условия блокнота: достичь 20 уровня. Эх, поубивали, блин, убивать даже некого. Не так-то просто достичь 20 уровня, учитывая плотность
игроков Black Desert. Как старые добрые времена, приходится вылавливать по одному, по два моба. А еще говорят, что Бадуон скоро умрет. Ему не жить долго. 20 уровень получили. Призывается черный дух, берутся все задания, которые он выдает. Блокнот Фугара, глава номер 2, который нас просит достичь 30 уровня. И плюс ко всему дали заточки, чтобы улучшить шмот Нару. Season Pass продолжает работать, так как вы двигаетесь по укороченной цепочке. Вы можете взять бижутерию на себя, которая увеличит вам дамаг. За приключения у вас есть дополнительные бонусы, как вся атака, защита и хп на сезонном персонаже. Я думаю, не составит вам труда пройти укороченную сезонную цепочку квестов, но при этом вы потеряете 300 квестов, так как вы их не сможете взять и сделать. Я так, к слову, ну вдруг там забыл подписаться и комментарий, лайк поставить, там все вот эти дела. Да, не обращай внимания, я так, мысли вслух. Что еще могу добавить по сезонному персонажу? За прохождение сезон пасса вам будет выдаваться лазурная ракушка. До этого были сезоны, и там можно было менять итемки на купоны обмена оружия. В этом сезоне можно менять только на купоны обмена оружия Тувалы. На канале Арша вы, допустим, можете начать выбивать банку, так как вам не придут овергирные люди и не будут вас оттуда выгонять. Все зависит именно от того, насколько вы разовьетесь. Сможете выдать сдачи или уступить спот. Плюс-минус на сезонных серверах все равны. Далее, по окончанию сезона ваш персонаж не удалится. Вы его переделаете в основного персонажа, который уже сможет одевать боссовые шмотки, другие шмотки. Сезонный персонаж может одевать только квестовую бижутерию и квестовые шмотки. К ним относятся Нару и Тувала. По окончанию сезона, как правило, доспехи Тувалы, заточенные на 20, будут равносильны боссовым шмоткам. Объясняю. Доспех 20 Тувалы — это древень 19, перчатки Тувалы 20 — это пхек 19, обувь Тувалы 20 — это маскан 19, и шлем Тувалы 20 — это равносильно Гиасу 19. По окончанию сезона одну из этих шмоток вы сможете поменять на доспех босса. Данный доспех будет привязан к вашему аккаунту, его можно передавать среди своих персонажей, но на аукцион его нельзя выставить. Что касаемо доспеха Тувалы, за которым мы можем получить доспех древний. Этого древня также можно превратить в доспех бога. Заточив его на 20, закафрасив на 10 и выбив итемку в Тункуте. В чем еще плюсы сезонного персонажа и сезонного сервера? Когда вы будете точить доспехи Тувалы, точа их на 18, 19 и 20, вы можете подойти к управляющему Фугара, взять задание, все, что он дает, и за заточку на определенный грейд ваших шмоток Тувалы вы можете получить фейлы. Для старичков это очень шикарный буст для накопления фейлов. Для новичков сезонный сервер это идеальный вариант быстро развиться, так как full сет Тувалы 20 равносилен 19 босс-сету. Плюс бижутерия, плюс оно точится не так уж сложно. Как можно сделать? Если у вас уже есть основа, вы ее временно замораживаете, проходите всю цепочку квестов и все задания сезона, тем самым накопив на сезонном чаре большое количество фейлов, начнете точить для своей основы весь шмот. И опять же, за прохождение всей цепочки в конце вам будет выдаваться сертификаты, благодаря которым у фугаров берутся задания. За эти задания дается шикарнейший сундук. Если вы взяли облегченную цепочку квестов, выполните все эти задания, далее вас отправят в Медию, заточите шмот Нару на 20, обменяете его то ли у конюха, то ли у фугара в Альтинове на 16-ю Тувалу. То есть 20-ю Нару вы обмениваете на 16-ю Тувалу. Также у любого кузнеца крупного города вы можете обменивать камни Тувалы на аксессуары, оружие и броню Тувалы. Эти камни даются по квестам и за убийство мобов. Есть еженедельные задания, за которые вам будут давать много камней Тувалы. Также черный камень времени. Плюс ко всему, на летний сезон нам добавили групповые споты, гнездо варагонов. Собираете своих двух друзей, идете в гнездо, убиваете мобов, тем самым получаете на всех опыт и на всех дроп. Василиски и Форт Саош. Эти камни не выбиваются на обычных серверах. Насколько я знаю, только на серверах сезонных. Ну что, с вами был Доктор Доза, увидимся в следующих гайдах и на стримах. Всем здоровья, удачи по жизни и всем пока!